Погода Twinmotion. Быстро, просто и быстро. Но обо всем поподробнее. Всем привет! С вами JohnnyCakes. Перед нами главное окно программы с подготовленными объектами, деревьями. Создание погоды Twinmotion не является чем-то сложным, как и создание растительности. Не требуется переход в режим съемки и не нужно добавлять отдельные инструменты. Чтобы начать работу с погодой, необходимо в главном окне открыть раздел Nature – природа, выбрать Weather – погода. Здесь погода включает в себя как саму погоду, ползунок сверху, так и времена года, ползунок снизу. Помимо основных инструментов, в Effects – эффекты присутствует Wind Speed – скорость ветра, Direction – направление и Smoke – туман. При разработке простого проекта в определенных климатических условиях раздел Nature полностью удовлетворит потребности визуализатора. Однако при создании презентации с представлением объекта в разных погодных условиях этого недостаточно. В таких случаях погода и времена года добавляются непосредственно к ролику. Отсюда переходим в раздел Media – мультимедиа. Для примера изменения погоды подойдет Video – видео. Далее Create – создать, Create Clip – создать ролик. Появляется начальный кадр. Жмем на плюс в круге на правой стороне окна кадра. Готово. Перед нами стандартный 10-секундный ролик. Добавление погоды возможно как на весь ролик, так и на кадры, начальный и конечный по отдельности. Погода для ролика или статичная погода. Жмем на More под роликом. Выбираем Weather. Теперь можно внести изменения в прогноз погоды. По окончании редактирования выходим в Create. Изменения погоды применились ко всему ролику. Жмем на Quit Media Mode. Выйти из режима мультимедиа. В режиме редактирования сцены погода осталась по умолчанию. Обратно в Media. Погода для кадра или динамичная погода. Жмем на More под окном с кадром ролика. Сначала начальный кадр. Выбираем Weather. Изменение погоды следует таким образом: лето, осень, дождливая осень, поздняя осень, снежная зима и зима. И ничего не напоминает. Так как это начальный кадр, то оставляем все по умолчанию. Заходим во второй кадр. В дальнейшем добавим сколько нужно. Здесь выставляем нижний ползунок в положение осени. Верхний ползунок ставим во второе положение. Заметно, как пожелтели листья. Два кадра использованы. Добавляем новые кадры нажатием на плюс в круге в правой части окна кадра. Всего потребуется 6 кадров, по одному на каждый переход. Когда кадры добавлены, заходим в настройки третьего кадра. Выставляем верхний ползунок в третье положение. Появился дождь. Выбираем четвертый кадр. В настройках в верхнем ползунке выставляем второе положение. Выбираем пятый кадр. В настройках в верхнем ползунке выставляем третье положение, а нижний ползунок переставляем на зиму. Если сейчас посмотреть на переход, то можно увидеть, насколько он резкий. Исправляется увеличением времени в роликах, в рамках 10-секундного видео не подходит, или правкой параметров погоды. Так как в четвертом кадре осень была без осадков, то и переход должен быть в зиму без осадков. В настройках пятого кадра меняем положение верхнего ползунка из третьего во второе. Выбираем шестой кадр. В настройках в верхнем ползунке выставляем третье положение. После основных правок добавляем седьмой кадр. В настройках седьмого кадра в верхнем ползунке выставляем четвертое положение. Готово. Смотрим итоговый результат. Для 10-секундного видео выглядит даже сглаженно. С изменением времени года меняется окрас листьев. Также можно заметить их падение с деревьев. Нет конфликтов между осадками. Они плавно замещаются друг другом. И самое главное – скорость создания погоды. Можно дублировать одно видео и затем редактировать погоду в каждом из них по отдельности.
Я не забыл про ошибки, которые могут появиться при создании погоды. Неправильное значение на ползунках. Если бы при настройке четвертого кадра в верхнем ползунке было бы выбрано четвертое положение, а в пятом кадре в том же ползунке второе, то по итогу имели бы кратковременное появление дождя перед снегом. Отсюда советую не путать значения. На этом же урок подошел к концу. Понравилось видео? Ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые выпуски. Остались вопросы? Пишите в комментариях, что вас интересует. Всем спасибо за внимание и до скорых встреч!